Всем привет! Сегодня мы будем обшивать большую стену гипсокартоном, и эта обшивка будет состоять из нескольких элементов. Во-первых, это два симметричных короба, которые сделают нишу на стене, затем обшивка инсталляции и справа стенка душевой кабины. А начинаем мы, естественно, с разметки, потому что своей обшивкой стены нам надо сделать в этом помещении идеальную геометрию под плитку. Выставляем осипостроитель под 90 градусов к базовой стене на расстоянии, например, 10 сантиметров до инсталляции, чтобы она нам не мешала. И потом уже от красной линии мы сдвигаемся внутрь на те же самые 10 сантиметров по потолку и по стенам. Заодно делаем вертикальную разметку, а основную линию продлеваем по верху до стены. По тем отметкам, которые мы сдвинули от красной линии внутрь, расчерчиваем нормальными линиями разметку для профиля. Итак, у нас обозначились кое-какие границы нашей фигуры. По некоторым линиям мы можем засверлить направляющие профиля УД 27 на 28. Я не зря сказал по некоторым, потому что, например, в полу мы вообще ничего сверлить не можем. Там сплошные шлейфы из труб. Согласно выбранной очередности монтажа, мы для начала соберем вертикальные короба. По проекту размер короба у нас указан 75 см от стены слева. Но стена слева у нас неровная, она без штукатурки. Как видите, даже профиль пришлось подрезать под неровный камень. Поэтому при разметке правой стороны короба пришлось учесть возможную толщину штукатурки на стене слева. Снизу, в зоне нашей разметки, мы загрунтовали пол, потому что нижний периметр будет клеиться. Для короба справа вообще нет размеров, для него есть привязки. То есть ниша между коробами должна быть симметрично сдвоенной инсталляции, ширину короба задает душевая кабина справа. Еще в одном месте мы можем присверлить направляющий профиль. Это верхняя полка обшивки инсталляции. Итак, все, что касается настенных и напольных периметров нашей конструкции, мы присверлили и приклеили. Если кратко по низу пояснить, то на профиль мы прикручиваем гипсокартон, а уже гипсокартон вместе с профилем приклеиваем к полу на монтажный клей. Профиля для этого можно использовать любые подходящие в каждом конкретном случае. В общем, периметры готовы. Мы приступаем к сборке боковых сторон этих двух вертикальных коробов. Для этого установим угловые стойки из профиля. Профиля для угловых стоек можно использовать разные, в зависимости от обстоятельств. Например, в этом случае угловой профиль у нас CD, потому что к полу приклеена такая же CD-шка. Их удобно совмещать между собой. В первую очередь угловой профиль выставляется по линии разметки и скрепляется с периметром саморезом по металлу. Потом профиль будет закреплен еще в двух местах, вот здесь в полке и в боковине. Но сейчас этого делать не надо. Закрутим сначала гипсокартон и после этого зафиксируемся. Сверху все просто. CD-шка вставляется в направляющий периметр и крепится с двух сторон саморезами. Чтобы на боковине был полноценный каркас, мы установим горизонтальные перемычки с шагом 40 см. Как вариант из CD-шек. Чтобы угловой профиль у нас не повело наружу, для контроля плоскости мы используем лазер. То есть смотрим, сколько у нас от лазерной линии до периметра сверху или снизу, и такое же расстояние делаем от линии до профиля, там где стоит перемычка. Чтобы гипсокартон не горбатился из-за нахлеста металла и самореза, лепесток на перемычке должен быть не длинный, а вот такой короткий, заходом примерно 1,5 см на угловой профиль.
В этом случае гипсокартон при закручивании сам развернет профиля утолщением внутрь конструкции и ничего не будет выпирать. На самом деле, такое количество горизонтальных профилей нужно нам вовсе не для удержания угловой стойки в вертикальном положении. Эти профиля горизонтальные – это закладные для будущего периметра стенки в душе. На готовый каркас боковины прикручиваем первый слой гипсокартона. Вот теперь можно снизу закрепить те два самореза, которые мы оставили на потом. Вот один саморез в полке и второй саморез в боковине. Удобнее это сделать шуруповертом с длинной битой. С одной боковиной разобрались, продолжаем собирать еще две. Здесь у нас тоже будет CD-шка, а вот там на углу сдвоенная UD-шка. На правом коробе у нас такая же схема, как была. На левом перемычки будут без лепестков. Чтобы угловая CD-шка не люфтила в периметре, у нее тоже есть внизу вот такая полочка, лепесток, куда мы закрутим саморез. А вот эти два профиля нам надо соединить определенным образом. Причем соединить их надо до установки в качестве угловой стойки, потому что потом это сделать будет неудобно. Соединяются профиля вот таким образом. То есть к боковине одного профиля донышком прикручивается другой профиль. Используются для этого саморезы по металлу. Так мы можем устанавливать горизонтальные перемычки целые и с одной стороны короба, и с другой. Готово. Обе угловые стойки заняли свое место. Дальше мы делаем разметку для горизонтальных перемычек и устанавливаем их. В общем, основной каркас закончили. Сантехники еще будут заводить трубы, делать крепления, выходы для кранов и для лейки. Пока еще неизвестно, какие они будут. Но мы можем в любом случае зашивать в один слой боковинки на коробах. Справа-слева от ниши в один слой. И еще один слой докрутим на коробе справа. Тут у нас вот для полотенчика тоже будет еще какое-то, наверное, крепление из фанеры. Но это будет уже по факту, когда его привезут сюда. Поэтому профиля здесь будут так пока стоять, ориентировочные. Но зашиваться мы уже можем. Прикрутили по одному слою гипсокартона на узкие боковые части коробов, те, которые обращены внутрь ниши. И второй слой гипсокартона на правую часть короба, которая находится со стороны душевой кабины. В зоне крепления полотенцесушителя над трубками, примерно вот здесь, надо установить доски или фанеру. И вот здесь тоже. Ну а сверху тоже можно начинать зашиваться, но чуть позже. Чтобы закончить нишу полностью, нам надо собрать полку над инсталляцией и доделать нижний периметр. Чтобы доделать нижний периметр, мы будем использовать профиль CD, потому что он помещается на ножках по высоте. Вот в этой зоне мы подрежем боковины профиля и согнем их внутрь. Это даст нам необходимый плюс по толщине металла, потому что относительно инсталляции ножки утоплены внутрь на 1,5-2 мм. Двойная толщина рельефного профиля выведет нижний периметр на уровень самой инсталляции. Сверху на полке возникла небольшая сложность с периметром из-за кнопки, которая тоже находится сверху. Из-за нее пришлось подрезать профиль и сделать его локально более компактным. При этом, когда вы подрезаете бортики и сгибаете полку внутрь, а это деформация, то профиль теряет прямолинейное состояние и изгибается дугой. Поэтому надо его после всех процедур выровнять, то есть постучать по полке снаружи. Так он снова станет прямым. Мы это все уже сделали, то есть подрезали, подогнули, постучали и выровняли.
Теперь профиль готов к установке на свое место. То есть к прикручиванию к железу инсталляции сверху. Разумеется, профиль должен быть в одной плоскости с фасадом инсталляции. Нам остается только доделать периметры и собрать каркас верхней полки. Собрать каркас верхней полки совершенно несложно. Для этого достаточно по верху инсталляции к железу боком прикрутить направляющий профиль, так чтобы он был вровень с железом и была одна плоскость, и установить пару перемычек. Вот здесь мы подрезали верхнюю полку профиля для того, чтобы прикрутиться саморезами к металлу. Вот эти саморезы видно снизу. В принципе, с каркасом верхней полки все понятно. Тут все готово под обшивку. А это нижний профиль периметра, у которого мы подрезали боковые полки и сгибали их внутрь. Вот в этом месте не должно быть нахлеста профиля на профиль. То есть они должны просто соприкасаться в одной плоскости. Устанавливается профиль элементарно. Прикладываем на ножки и закручиваем саморезами. Так выглядит полка, обшитая гипсокартоном. В одной целой полоске мы сделали вырезы под торчащие крепления и кнопку и прикрутили гипсокартон 25-ми саморезами к каркасу. Снизу профиль периметра я сначала прикрутил на ножки одним саморезом по центру профиля. Но мне не понравилось, что CD-шка болтается, поэтому саморезы перекрутил парами, ближе к краям профиля. Так он держится намного надежнее. Итак, короба и двойная инсталляция практически готовы под обшивку. Сейчас придут сантехники, проведут свои трубки, крепления поставят. А мы пока займемся боковой стенкой для душевой кабины, потому что она тоже обшивается гипсокартоном. От базовой линии, которая находится на потолке и показывает нам правильную геометрию, мы новой разметкой отступаем в сторону штукатуренной стены, так чтобы обшивка не съедала много места. В общем, поставили отметки, отбили линии, по линиям присверливаем направляющие профиля. К стене и к потолку присверливаем, к гипсокартону прикручиваем, а в полу у нас ничего нет. Здесь мы видим готовый периметр и вертикальные стойки. Снизу у нас ни прикручиваться, ни приклеиваться некуда, поэтому профиль подвешен в воздухе и на пол не опирается. Вот здесь мы и посмотрим, как обшивку стены не доводить до пола, то есть практически подвесить ее в воздухе. Конечно, в первую очередь для выравнивания каркаса нам нужны подвесы. Мы их засверлили и уже выровняли профиля в одну плоскость. Там, где длины подвесов не хватило, мы использовали уголки из профиля. В некоторых местах на края этих самых уголков у нас опираются гофры. В принципе, ничего страшного нет, но такое соседство все-таки нежелательно. Поэтому, чтобы избежать вот такого контакта, мы накрываем края профиля такой же УДшкой, но развернутой в другую сторону. И теперь гофры опираются не на узкие бортики, а на широкое донышко. Теперь, собственно, к тому, как подвесить стенку в воздухе. Эти подвесы держат профиль в одной плоскости, но не уберегут его от вертикальной нагрузки, если снизу нет опоры. Ниже вот этих подвесов мы ничего сделать не можем, тут нет основания. Зато вот здесь по стене мы можем присверлить длинные закладные пластины. Закладные можно сделать из любого подходящего уголка. Мы для этого использовали тот же профиль, с которым работаем. То есть это такая же CD-шка с одним срезанным бортиком. Она прикладывается к стене между подвесами и засверливается на несколько дюбелей.
Затем вертикальная стойка каркаса крепится к этой пластине несколькими саморезами по металлу. Для такой маленькой стенки 2 закладные на каждом профиле будет достаточно для надежного удержания обшивки вместе с плиткой без опоры на пол. А здесь мы видим полностью готовый каркас. Он выровнен по плоскости подвесами и укреплен по вертикали закладными пластинами. На каждую мы закрепили по 3 дюбеля, и к стойкам закрепились 3 саморезами. Это минимальное их количество. Можно и больше, если пластины длиннее или, например, есть сомнения в прочности основания. Естественно, перед обшивкой сантехники должны вывести и укрепить водорозетки. Буквально через пару дней все было готово. Как видите, здесь успели поработать и штукатуры, и сантехники. Заштукатурена ниша, выведены концевики водорозеток и установлены закладные для полотенчика. Эту часть стены в зоне душевой кабины можно смело зашивать гипсокартоном. В нашем случае обшивка стены будет сделана в 2 слоя, с разбежкой швов, как положено. Готово. Первый слой у нас стыковался горизонтально, второй вертикально. Ну и как видно по саморезам на стыках, перемычки под ними у нас тоже есть. Хотя в принципе на 2 слоях под плитку можно было их и не делать. Приступаем к обшивке собственно самой инсталляции и коробов, которые составляют с ней одно целое. В первую очередь мы опустимся от бетонного потолка вниз 2 слоями гипсокартона. Допустим, один будет слой вот до этого профиля, и второй слой закончится вот здесь. Это надо для того, чтобы не задерживать сборку потолка. Итак, с верхней частью мы закончили. Теперь можно отдавать потолок под разметку. Но мы продолжаем опускаться обшивкой вниз, на инсталляцию. Здесь мы добавим еще пару профилей для упрощения обшивки, потому что обшиваться мы будем ровными полосами вниз. Это первый слой. Здесь вниз, вниз и середину вот так. А уже внешний слой пойдет в разбежку с первым. То есть отсюда пойдет вниз 1,20 м, вот до этой перемычки. Затем такая будет Г-образная часть до середины инсталляции. И дальше еще одна такая же симметрично влево. Влево и вверх. А пока доделаем каркас. Дополнительные профиля у нас установлены. То есть справа мы поставили один направляющий профиль вертикально. Такой же слева. И по центру одна CD-шка на закладных. Еще забыл уточнить, что мы замотали стояк ватой в мешках для снижения шума. И установили полоску фанеры в той зоне, где будет крепиться поддержка для ванной. Ну все, можно зашивать первый слой. Здесь ничего сложного нет, даже и комментировать нечего. Просто прикручиваем гипсокартон к профилям. Первый слой на саморезы длиной 25 мм, второй слой саморезами длиной 35 мм. Гипсокартон и первого, и второго слоя прикручивается не только к профилям каркаса, но и к металлу самой инсталляции. Для этого нужны саморезы для гипсокартона, но не остроконечные, а с буром на конце. Ну а мы закончили обшивать стену гипсокартоном. И эта обшивка состоит из комбинации нескольких элементов. Это стенка душевой кабины, 2 вертикальных короба на всю высоту помещения и между ними обшивка сдвоенной инсталляции. В нише посередине должна быть мебель, но это не точно.
А это вид почти готовой стены в плитке. Почти готовый, потому что нет еще фуги и нет силикона. Здесь и так все понятно, поэтому можно обойтись и без моих комментариев. Просто посмотрите. На этом я вас временно оставляю. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!